Началось великое нисхождение, полное тайн и величия. События той ночи невозможно расположить в строгом порядке, ведь до нас дошли лишь отдельные хадисы. Один из них, переданный имамом Ахмадом, особенно подробен, поскольку в нем пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывает о том, что увидел в ночь Аль-Исра ва Аль-Ми'раж. Он сказал: «В ту ночь я почувствовал дивный аромат». Я спросил Джибриля, что это за благоухание. Джибриль ответил: «Это аромат женщины, которая расчесывала волосы дочери фараона, и аромат ее детей». Я спросил Джибриля, что с ними произошло. Он ответил: «Однажды, расчесывая волосы дочери фараона, она выронила гребень и произнесла «Бисмиллях». Дочь удивилась и сказала: «Ты имеешь в виду моего отца?» Женщина ответила: «Нет, моего Господа и твоего Господа, которым является Аллах, и Господа твоего отца, которым является Аллах». Когда дочь сообщила об этом фараону, он велел привести женщину. Он спросил: «Неужели у тебя есть Господь, кроме меня?» Поскольку фараон говорил народу: «Я не знаю для вас другого Бога, кроме себя». Женщина ответила с полной уверенностью: «Да, мой Господь и твой Господь — это Аллах». Фараон разгневался и приказал принести огромный медный котел, наполнить его водой и развести под ним огонь. Он сказал: «Если ты не признаешь меня своим Господом, я брошу туда тебя и твоих детей». Женщина попросила только об одном: «Когда нас казнят, похорони меня и моих детей вместе». Фараон согласился. Ее детей бросали в кипяток одного за другим. Когда настала очередь грудного младенца, ее сердце дрогнуло. Тогда ребенок заговорил: «Мама, прояви стойкость, ведь наказание этой жизни ничто по сравнению с наказанием будущей». После этих слов она бросилась вслед за своими детьми. Имя этой женщины нам неизвестно, однако пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказал о ней как о примере несгибаемой веры и стойкости. Это напоминание о том, что не имя делает человека великим, а его вера и поступки. Аллах пожелал, чтобы ее история дошла до всех поколений верующих, как символ преданности и жертвенности ради истины. После этой истории пророк, алейхиссаляту вассалям, задумался о ее стойкости. Джибриль указал ему на врата рая, и этот переход словно продолжил ее пример веры. Все вокруг наполнилось мягким светом и благоуханием. Пророк сказал: «Я увидел рай, джаннат». В некоторых преданиях передается, что он вошел туда, а в других говорится, что только взглянул на него издалека. Даже один миг был исполнен величия и покоя. Он видел сияющие шатры из жемчуга, прозрачные реки и благоухание мускуса, струившиеся словно дыхание света. Свет отражался от жемчужных стен, и все пространство будто пело в гармонии. Рай был живой, дышал покоем и радостью, и сердце пророка наполнилось трепетом и благодарностью к Аллаху. Затем Джибриль повел его дальше, и пророк, алейхиссаляту вассалям, увидел ужасы ада. Его сердце сжалось от сострадания, ведь перед ним открывались картины справедливости Аллаха. Ему были показаны судьбы тех, кто забыл о милости и справедливости, кто нарушал заветы Аллаха. Ему показали тех, кто незаконно присваивал имущество сирот, их лица были искажены страданием, а они поедали раскаленные камни, словно огонь стал их пищей. Перед ними были люди с медными ногтями, которые раздирали свои лица и тела, ведь при жизни они ранили сердца других сплетнями и злословием. Перед некоторыми людьми лежало свежее чистое мясо, а рядом находилось зловонное и испорченное. Они отворачивались от чистого и выбирали гнилое. Джибриль объяснил, что это те, кто оставил дозволенное и обратился к запретному, совершая прелюбодеяние. Пророку, алейхиссаляту вассалям, показали тех, кто жил на ростовщичество. Их животы были огромны, и они лежали, не в силах подняться, пока животные проходили по ним, попирая их тела. Показали и тех, кто отрезал себе губы и языки раскаленными ножницами, ведь они проповедовали добро, но забывали о себе. Пророк, алейхиссаляту вассалям, увидел и Даджаля.
Он предстал с единственным выпуклым глазом, помутневшим, будто засохшая ягода. Этот облик пугал и вводил в заблуждение, ведь ложь всегда скрывается за внешностью. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, вновь спустился в Иерусалим и нашел Буррака, все еще стоявшим там, где он был оставлен. Он оседлал его и вернулся в Мекку. Итак, по воле Всевышнего, завершилось это великое путешествие. Когда наступило утро, пророка охватило раздумье о том, как рассказать людям о чудесах, свидетелем которых он стал. Его слова могли вызвать насмешку и сомнения. И действительно, когда он поведал о ночном путешествии, многие отвернулись. Но один человек сказал: «Слова пророка являются истиной». Это был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. С того дня его назвали Ас-Сидик, то есть правдивым и подтверждающим истину. Так, по воле Всевышнего, завершилось великое путешествие Аль-Исра ва Аль-Ми'раж. Оно стало не просто чудом, а напоминанием каждому верующему о цели души, о вере и ответственности перед Аллахом. Пророку, алейхиссалату вассалям, были показаны тайны рая и ужасы ада, величие ангелов и истина судного дня. Он увидел Адама, алейхиссалям, окруженного потомками. Одни стояли справа, а другие слева. Справа были обитатели рая, а слева находились обитатели ада. Адам радовался одним, а плакал о других. И в этом пророк понял глубину предназначения. Так укрепился его иман, утвердилась истина послания, а сердца верующих обрели опору и свет.